I see genius. You go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим шикарные полноразмерные наушники от компании Sivga стоимостью $495. И приходят эти наушники в очень большой коробке, где на лицевой части здесь имеется изображение самих наушников, есть логотип компании и указано название этой модели, а именно Peng. Ну а сзади уже указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает динамический драйвер диаметром 50 мм, чувствительность составляет 102 дБ, и они получили сопротивление 340 Ом, что, согласитесь, довольно немало. Поэтому лучше всего эти наушники прослушивать на действительно мощных стационарных ЦАП-усилителях для полного раскрытия потенциала этой модели. Ну а теперь, друзья, давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Хороший кабель с коннекторами 3,5 мм и балансным штекером на 4,4 мм джек. Переходник с 4,4 мм на 3,5 мм джек. Переходник с 3,5 мм на 6,35 мм джек. Огромный фирменный кейс для хранения наушников. Ну и мешочек для кабеля. Наушники довольно крупные, весят 340 грамм и имеют закрытый тип конструкции. Чашечки у них выполнены из натурального африканского дерева зебрана и имеют логотипы компании. Ну а здесь уже располагается разъем 3,5 мм для подключения кабеля. И важно то, что чашечки здесь регулируются на 180 градусов. То есть вот таким вот образом. Ну и обратите внимание, что оголовье здесь у них выполнено из металла. Ну как обычно. А вот этот регулируемый ремешок выполнен уже из мягкой овечьей кожи, а еще здесь имеется надпись Sivga. Ну и регулируется, кстати, этот ремешок вот таким вот образом. То есть все быстро и максимально легко. Причем запас, друзья, здесь реально большой. Поэтому если у вас супер огромная голова, то даже не переживайте. Причем обратите внимание, что здесь еще имеется маркировка канала левый и соответственно правый. Ну и конечно амбушюры у наушников Sivga как всегда хороши. Они выполнены из кожи с использованием ткани здесь внутри, и на ощупь они очень приятные. И самое главное, что упругие и реально качественные. Ухо у меня полностью помещается здесь вовнутрь, и самое главное, что даже сейчас, уже в летнюю жару, уши вообще не потеют, поэтому эти наушники идеально подходят для длительных сессий прослушивания. К тому же сборка наушников, как всегда, выполнена на очень высоком уровне, все подогнано идеально, и все материалы ощущаются реально солидными, никаких дефектов нет, ничего не скрипит, хотя, впрочем, от бренда такого уровня меньшего-то как бы и не ожидаешь. Но приобрести наушники Sivga Peng вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Sivga на AliExpress, и ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании к этому обзору. Ну и начнем с того, что в основном я прослушивал эти наушники с ЦАП-усилителя SMSL C200 Pro, так еще иногда использовал Topping G5. И я бы сказал вам так, друзья, что вот это все самый минимум из источников, что вообще необходимо для этих наушников, так как не забываем, что у них сопротивление 340 Ом, и большинству более слабых по мощности и напряжению усилителей будет очень непросто раскачать их и сохранить вот эту необходимую динамику, драйв, детализацию и контроль по всей ЧХ. Поэтому, друзья, обязательно учитывайте это перед покупкой. Но думаю, если у вас уже есть возможность купить прямо сейчас эти наушники, то, наверное, об усилителе вы и так уже успели позаботиться. Но, конечно, все же ради интереса я еще их послушал на плеере Tempotec V3 Blaze. И все звучало-то в целом очень даже хорошо, динамичная такая, теплая, довольно увлекательная подача, несмотря на то, что этот плеер очень бюджетный, но тем не менее звучание было вполне себе цепляющим. Но, конечно, лучше всего эти наушники играли от куда более солидных источников, и от себя я бы вам точно советовал смотреть в сторону SMSL либо Topping, благо у них сейчас есть очень много хороших ЦАП-усилителей в абсолютно разных ценовых сегментах, поэтому подобрать сейчас что-то под эти наушники это вообще не будет никакой проблемой. Ну а теперь, друзья, давайте лучше обсудим звучание этих наушников более подробно.
Ну и начнем с того, что Sivga Peng это точно наушники не для басхедов, которые любят так, чтобы все тряслось и качало. Но на мой вкус баса в этих наушниках вполне достаточно. И самое главное, что он хорошо проработан. В своей подаче он не доминирует, но его точно не назовешь каким-то вялым или плоско-мониторным, так как для закрытых наушников он получился очень уверенным, собранным, универсальным под абсолютно разные музыкальные жанры. И бас у Sivga Peng уходит очень глубоко, и он чувствуется не просто на слух, а именно телом, то есть вы его даже слегка ощущаете физически, например, в электронной музыке, в каких-то атмосферных треках или в киношных саундтреках, и он дает как раз вот то нужное давление и добавляет хорошего такого плотного веса, и в своей подаче он точно никогда не перегибает, излишне на вас, так скажем, не давит, и он есть именно там, где это реально нужно, при этом звучит он очень контролируемо, у него нету какого-то гудения, грязи и какой-либо мутности, хотя, конечно, он не будет вот такой вот хрустально-прозрачный, как, например, у моих любимых топовых планаров Sandy Audio Aiva 2. Но для динамических наушников, ребята, это реально отличный результат. Так как, например, на плотных каких-то электронных треках с кучей низов он не распадается и держит вполне себе хорошую форму и структуру. И это реально очень радует. Но самое интересное начинается тогда, когда мы обращаем внимание на мидбас, который в этих наушниках прям очень хорош. Он плотный, упругий, с приятным таким теплым аналоговым оттенком. Удар кика звучит очень объемно, хлестко и с характером. По восприятию он не какой-то там сухой, не выстреливает так резко, как, например, в планарах, а именно, знаете, так бьет телом, как будто бы ты чувствуешь не просто вот этот начальный щелчок, а сам удар. И, например, в роке, в хип-хопе или в какой-то там лайв-записи все звучит словно по-настоящему. И мне опять же нравится, что вот этот мидбас не пытается забрать на себя все внимание, но он дает именно ту необходимую и нужную основу и помогает треку звучать уже более цельно. То есть в целом бас в этих наушниках не размытый, довольно текстурный, по восприятию теплый и все хорошо читается. Кик, саббас, синт, можно без проблем различить все инструменты, даже если трек был очень сильно ими насыщен. Единственное, что стоит вам учитывать, так это то, что атака будет немного мягче, чем у более техничных планарных моделей, ну и затухание у них чуть более растянутое. То есть бас тут, так скажем, не останавливается прям сразу резко, а он как бы так плавно затухает, что на самом деле даже будто бы добавляет большего объема и глубины, что особенно приятно уже ощущается на каких-то медленных и атмосферных треках. И в итоге низкие частоты в Sivga Peng это не про какое-то безумное басхедное шоу или про экстремальный кач, а про баланс и очень точную аудиофильскую проработку. Баса здесь достаточно, он ощутимый, текстурный, с хорошим контролем, но точно не басхедный. И это как раз тот случай, когда наушники отлично справляются как с электроникой, так и уже с более живыми жанрами. Причем делают это они очень уверенно и без какой-то там лишней грязи, что для закрытых наушников, ребята, поверьте мне, это очень большая редкость. Ну а середина в этих наушниках получилась очень сбалансированной, она нейтральная, без каких-то там перекосов, без дополнительной усиленной энергии, но при этом не сухая и не скучная. Напротив, она звучит очень так тепло и в какой-то степени обволакивающе, насыщенно и очень живо. В общем, друзья, это именно тот случай, когда ты слушаешь трек и тебя ничего не раздражает, ничего излишне не выбивается и все на слух звучит естественно и очень приятно. И, например, вокал подается в этих наушниках чисто и с хорошей телесностью. Он не тонет там где-то в фоне, не прячется за инструментами, но и не лезет вперед агрессивно, как в более уже энергичных моделях. И у него есть вот это хорошее ощущение присутствия, как будто исполнитель сейчас поет прямо перед вами. При этом в голосе слышна и энергия, и эмоции, и даже характерная такая экспрессия. Причем будь то это какая-то спокойная джазовая баллада или уже более мощная партия, например, в металле. В общем, все звучит живо, с хорошим таким выражением и глубиной, и мужской и женский вокал в этих наушниках, как по мне, раскрывается ну просто отлично. Да и с инструментами тоже полный порядок. Гитары звучат натурально, с правильным телом, без лишней какой-то яркости, а вот, например, уже фортепиано, скрипки, акустика передаются с хорошей такой насыщенностью, прозрачностью, но точно никогда не звучат плоско. То есть вот эта передача веса и плотности у инструментов в этих наушниках прям отлично. И очень радует, что звучание не было перегружено. Есть как и воздух, и прозрачность, и даже некоторая такая свободность в звуковой сцене. Поэтому детали здесь не сливаются в одну кучу. И можно спокойно разобрать, что и где играет. При этом подачу этих наушников я бы не назвал чисто аналитической, как, например, у Aiva 2. А скорее здесь мы имеем такую более комфортную, музыкальную, теплую подачу, где ты просто слушаешь любимую музыку и просто получаешь удовольствие от прослушивания.
себе. И в итоге средние частоты у Sivga Peng это пример того, как можно добиться баланса между технической точностью и очень живым звучанием. Они звучат очень музыкально, выразительно и с нужной плотностью, но при этом остаются легкими и комфортными в восприятии. Как по мне, ребята, это именно та середина, к которой хочется возвращаться снова и снова. Ну а верхний диапазон у Sivga Peng это, пожалуй, один из тех редких случаев, когда высокие частоты не перетягивают на себя лишнее одеяло, как уже более яркие модели, но при этом они здесь явно есть и чувствуют себя очень уверенно. Из первых минут прослушивания ты сразу понимаешь, что здесь верх не про яркость, не про какие-то там усиленные акценты, а про точность, аккуратность и очень плавное спокойствие. Он не лезет слишком сильно вперед, не раздражает и не вызывает утомления даже при длительном прослушивании. Я сразу обратил внимание при первом прослушивании, что весь верхний диапазон в этих наушниках был подан очень деликатно и сдержанно. Тут точно нету какой-то искусственно добавленной светлости, нету попыток сделать звук, так скажем, более воздушным за счет подъема высоких частот. Наоборот, здесь, ребята, все звучит тембрально достоверно и очень натурально. Цимбалы, треугольники, струны, все звучит чистенько и не звенит, и у них нету там какой-то, знаете, такой неприятной звонкости, которую часто как раз таки добавляют ради какого-то там вау-эффекта. И здесь такого точно нет, все звучит очень ровно, спокойно и очень сдержанно. Поэтому даже на треках, где обычно очень легко на более светлых моделях могут вылезать различные сибилянты и нюансы сведения, например, женский вокал шипящими или ярко записанные хай-хеты, то здесь все подается, знаете, так очень контролируемо, я бы сказал. Сибилянты у них не выпячиваются, ничего не режет там ваш слух, и это делает, как по мне, Sivga Peng просто отличным вариантом для тех, кто устал от излишне акцентированного и агрессивного верха, но при этом не хочет терять в деталях. И вот важно еще то, что несмотря на такую сдержанную и супер комфортную подачу, ощущения приглушенности у этих наушников точно нет. Sivga Peng это не такие притемненные наушники, как, например, Sivga Answer, так звучание у этой модели остается куда более открытым и более прозрачным, с очень даже хорошей техникой и аналитикой, как для динамических наушников. И все это, ребята, за счет грамотно отстроенного верхнего диапазона, который здесь не вылезает сам по себе, но отлично работает на общую картину. Тут хватает и воздуха, и послезвучий, просто они, например, уже не такие навязчивые, как, например, Viva 2. Будто бы, знаете, они здесь более так плавно встроенные в музыку. И при этом очень хорошо слышно, как эти наушники уверенно отрабатывают микродетали, например, какие-то легкие щелчки пальцев, дыхание вокалиста или просто реверберация в зале. То есть здесь все есть, никуда от вас не спрятано, но просто подается на слух более спокойно, так скажем, не отвлекая вас от основного музыкального посыла. Это точно не сухая студийно-аналитичная подача, но и не размазанная подача. Как по мне, друзья, здесь мы имеем отличный баланс между умеренной техничностью и очень плавным музыкальным комфортом. И это делает Sivga Peng очень универсальными. Можно слушать как и джаз, так и эмбиент, и даже более сложную электронику. И, конечно, плохо сведенный металл, не уставая спустя пару часов. И в итоге высокие частоты в Sivga Peng это про точность, спокойствие и очень грамотный контроль по всей АЧХ. Они не создают, так скажем, вау-эффекта сразу там в первые секунды, но чем больше их слушаешь, тем больше начинаешь ценить, насколько они аккуратные и ненавязчивые в своей подаче. В них нету какой-то лишней яркости, нету искусственного блеска, но при этом есть и воздух, и детализация, и очень приятное ощущение пространства. И это именно те наушники, что можно реально слушать очень комфортно, долго и без утомления. Но звуковая сцена для закрытых наушников тут реально удивляет. И обычно от закрытых наушников особо и не ждешь такого более ясного ощущения простора. Все-таки конструкция накладывает свои ограничения. Но меня удивило то, что в случае Sivga Peng ощущения вот этой зажатости тут просто нет. Сцена у них не ощущается узкой или кучной, а она наоборот довольно широкая и открытая по меркам закрытых моделей. Причем звучание здесь не просто расползается по сторонам, а именно строит цельное и хорошо организованное и понятное пространство. И в ширину сцена раскрывается очень даже уверенно. Инструменты здесь, так скажем, не слипаются в одну кучу, и у каждого есть четко свое определенное место. И ты хорошо чувствуешь, что и где было расположено. Да и глубина сцены в этих наушниках получилась очень даже умеренной, но достаточной, чтобы услышать вот это разделение на передние, средние и задние планы. И это, друзья, не тот случай, когда
это все, так скажем, склеивается в одну линию у головы, так как звук тут явно уходит вглубь, и это сразу ощущается, особенно уже на живых записях или оркестровке. И при этом разделение планов — это еще одна сильная сторона этих наушников. Инструменты играют не просто где-то там, а четко читается, где барабаны, где гитара, где вокал, причем даже в сложных треках, где много всего навалено. Сцена не разваливается и не превращается в какую-то кашу. Все остается всегда структурным и организованным. И, например, уже в акустических жанрах это было особенно заметно, что все инструменты звучат очень свободно, и у вас есть четкое ощущение комнаты или зала. И это, ребята, реально приятно удивляет, потому что от закрытой конструкции обычно ожидаешь наоборот, какой-то такой более камерной и определенно поджатой компрессии в звучании. А вот тут такого нет, и ты реально берешь, слушаешь эти наушники и ловишь себя на том, что звучат они очень похожи на хорошие полуоткрытые модели. И в итоге звуковая сцена в Sivga Peng — это пример того, как можно сделать закрытые наушники, которые звучат реально очень открыто. Тут есть и ширина, и глубина, и воздух, и отличная организация пространства. Ничего не давит, ничего не зажато, все сделано максимально в меру. И это не мониторная плоская подача, а вполне музыкальная с легким эффектом присутствия. Такие наушники реально хочется слушать долго, потому что звук словно не в голове, а уже вокруг тебя. Но вывод у меня получился таков: Sivga Peng — это наушники, которые умеют прекрасно находить баланс между комфортом и качеством звука. Они не для тех, кто хочет получить сверхмощный бас или там яркий цепляющий верх, но если ты ценишь по-настоящему теплый и естественный звук с реально хорошей детализацией и музыкальностью, то это очень достойный вариант. Низкие частоты здесь не доминируют, но при этом они достаточно глубокие и плотные, чтобы добавить нужный вес и напор. Ну а середина своей подачи нейтральная и теплая, с приятной насыщенностью и достаточно выраженным и подробным на различные нюансы вокалом, который вас не раздражает, а наоборот еще больше вовлекает музыку. Ну а высокие частоты — это словно вишенка на торте. Они аккуратные, деликатные и не утомляют даже при долгом прослушивании. При этом сохраняют хорошую прозрачность и детали. Но, конечно, отдельно хочется отметить звуковую сцену, которая для закрытых наушников получилась очень достойной, с хорошей шириной, глубиной и просто поистине отличным разделением инструментов. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.